Мне мое имя в жизни помогает. Оно обо мне все знает. И как мне жить, и даже во что верить, и жизнь свою какою мерой мерить. То, как вас зовут, в вашей судьбе определяет очень-очень многое, но обо всем по порядку. Имя человека – это не просто запись в паспорте, не просто набор звуков для удобства общения или чтобы вас окликнуть в толпе. Нет ни одного человека, у которого бы не было имени. Имя – это вибрационный код, который человек носит всю свою жизнь, энергетическая матрица, определяющая его путь. По имени человека и дате его рождения определяется характер и судьба человека, а также то, где он, в какой сфере может быть успешным. Вибрация букв вашего имени управляет вашим денежным потоком и судьбой. Имя задает вектор развития личности. Ваше имя – это ваш первый и самый главный магический контракт с этой вселенной. Психологи считают, что от имени зависит, как мы воспринимаем себя. Когда родители дают имя ребенку, они закладывают программу его жизни. Каждое имя несет определенную вибрацию, которая резонирует с энергетикой человека. Вопросом, что в имени тебе моем, Александр Сергеевич Пушкин задался еще в 1830 году. Имя работает как камертон. Произнося его, окружающие настраивают энергетическое поле человека на определенную частоту. Ваше имя – это ваша личная мантра. И каждый раз, когда кто-то произносит его вслух, в пространстве возникает невидимая волна. Эта волна ударяется в невидимые струны мироздания и возвращается к вам в виде событий, людей, возможностей и, конечно же, денег, потому что именно денежный поток острее всего реагирует на то, как звучит ваше имя и как вы сами к нему относитесь. Если энергия вашего имени искажена, если вы не принимаете ее или позволяете другим людям ломать вашу именную вибрацию, финансовый канал истончается, сколько бы человек не работал, и деньги утекают словно сквозь пальцы. Власть имени над человеком, влияние имени на его жизнь и судьбу признавались издавна. Различными способами люди пытались разгадать тайну своего имени. Имени, которое дается человеку без его согласия, ведомо родителями. У всех народов с давних пор люди, догадываясь, что имена несут в себе заряд чего-то непостижимого, того, что как линии на ладони определяет жизненный путь человека и влияет на его судьбу, опасались давать детям имена, несущие в себе негативы. Китайцы, прослывшие самым мудрым народом, вообще при рождении наделяли младенца шутливым, ласкательным прозвищем, например, котеночек, и лишь в 10-летнем возрасте давали ребенку настоящее имя. Наши далекие пращуры присваивали имена детям, закрепляя особые свойства, которые они наблюдали у ребенка, а чаще которыми символически его наделяли. Например, волк значит сильный, ловкий. Такие имена ближе к прозвищам. С течением времени появились личные имена, что было связано с принятием христианства. С этого времени при крещении имя ребенку стали давать священники по имени христианского святого, день памяти которого совпадал с днем крещения ребенка. Издавна считалось, что если при рождении человеку дают имя святого праведника, то это обещает ему долгую и счастливую жизнь. Если же имя мученика, то его жизнь будет полна мучений. В православной церковной книге «Святков», в которую входит список святых и праздников, имеется более 1000 мужских имен и более 600 женских. Имя – это канал человека с Богом. Оно определяет, как душа заходит в тело и гармонию между душой и телом, и то, какая в каждой душе миссия в этом мире. Имя человека
несет в себе закодированную информацию принадлежности к тому или иному поколению, социальному статусу, культурном коде и многом другом. И наши предки считали, что имя – это ключ, причем ключ к душе, поэтому они предпочитали никому не говорить, как нарекли новорожденного. Очень и очень много людей задаются вопросами об имени. Что по имени можно сказать о человеке? Какие скрытые коды несут в себе заглавные буквы ваших имен, а также буквы, из которых состоит ваше полное имя? Имя – это ваш энергетический паспорт в этом мире. Относитесь к нему с уважением и пониманием его силы. Имя может помогать жить человеку или мешать. Многие думают, что имя обирают родители. Кому-то имя досталось в честь бабушки, кого-то назвали по святому имени, а чье-то имя было выбрано просто потому, что маме понравилось его звучание. Но на тонком плане случайностей не бывает. Душа, готовясь прийти в этот мир, сама транслирует родителям ту звуковую вибрацию, которая понадобится для выполнения жизненных задач. Ведь имя дается человеку не случайно. Учитесь произносить свое имя так, чтобы люди чувствовали в нем вес и силу. Это ваш уникальный код. Буквы, входящие в состав имени, способны влиять на характер и судьбу человека. Оказывается, что чем ближе буква к началу имени, тем сильнее ее влияние на характеристику имени. Особой силой обладает первая буква вашего имени. Это ваш авангард, это то копье, которым вы пробиваете дорогу в жизни. Буква А – трудолюбие. Буква Б – защита и верховное покровительство. Буква В – способность к чему-то высшему, верховному, верховное предназначение. Многое дано, многое и спросится. Стремление к вершинам власти. Буква Г – жертвенность определенного уровня, символ полукреста. Буква Д – авторитарность, обязательность, точность. Буква Е – властолюбие, сила, успехи во властных структурах, независимость. Буква И – тонкое чувствование прекрасного в мире, тонкость мироощущения, полнота чувств, тонкое понимание чего-то неземного в прямом смысле этого слова. Буква Л – способность сопереживать, стремление к любви во всеобъемлющем понимании этого слова, возможно, к человечеству даже в целом, потребность власти, понимание, стремление к недосягаемому. Буква К – осторожность, мудрость, мечтательность, таинственность, загадочность, возможен высокий духовный сан, дипломатия. Буква М – стремление к миротворчеству, но и некоторая авторитарность, миролюбие, иногда мещанство. Буква Н – избирательность симпатий. Буква О – высокое предназначение, миссия. Буква П – жадность, практичность, щепетильность, порой скупость, страсть к экономии, внимание к деталям. Буква Р – чувство долга превыше всего. Буква С – стремление к совершенству во всем, что бы ни делал. Стремление к свету знаний и сокровенного. Стремление к солнцу, свету истины. Буква Т – великая жертвенность во имя целей. Умение отдать то, что дороже всего, ради идеи. Распятие на кресте судьбы. Буква Ф – умение найти выход из любой ситуации. Буква Х – высокая религиозность, поклонение Христу. Буква Э – кокетство, порой нестандартность в общении, заискивание. Буква У – богатое воображение, любовь к астрологии. Буква Я – умение заставить себя уважать, самолюбие, некоторая амбициозность. Если ваше имя начинается на букву А, это звук прорыва, начало первооткрывателя. Буква А похожа на стрелу, устремленную вверх, или устойчивую пирамиду. Люди, чье имя начинается на А – Анна, Александр, Анастасия, Андрей
обладают потенциалом руководителя. Их денежный поток открывается тогда, когда они берут на себя ответственность и перестают прятаться за чужие спины. Их деньги лежат в их личной инициативе. Их вибрация требует смелости и трудолюбия. Если ваше имя начинается на букву «Б» или «В», это очень земные материальные буквы. В них звучит надежность. Борис, Валерий, Виктор, Владимир. Ваши финансы не терпят суеты и неоправданного риска. Вибрация ваших имен настроена на постепенно неуклонные накопления. Ваш ключ к большим деньгам – это систематичность и создание прочного фундамента. Если вы будете пытаться заработать быстро, нечестно, Вселенная быстро заберет все обратно. Ваши деньги приходят через упорный методичный труд и умение копить. Буквы Г, Д, Е. Вибрация движения, коммуникации, гостеприимства. Дарья, Денис, Елена, Евгений. Ваша финансовая удача напрямую зависит от того, насколько вы открыты миру. Буквы Г до Е вы рождены для того, чтобы выделяться, чтобы создавать то, чего до вас никто не делал. Ваш денежный поток открывается только тогда, когда вы полностью принимаете свою нестандартность и перестаете стесняться своих безумных идей. Буква «Д» как дом. Особенно притягивает богачей, создание уюта через семейный бизнес или недвижимость. Буква «Е» – это энергия постоянного обновления. Ваши деньги приходят через информацию, через ваши связи, через умение договариваться. И чем шире ваш круг общения, тем полноводнее ваша финансовая река. Никогда не закрывайтесь в 4 стенах. Если ваше имя начинается на Ж, З, И, это очень мистические интуитивные вибрации. Жанна, Зоя, Ирина, Игорь, Иван. В вашем имени скрыт код скрытых знаний. Ваша интуиция – это ваш главный финансовый советник. Там, где другие будут полагаться на сухие расчеты и прогорят, вы можете заработать миллионы, просто потому, что почувствуете правильный момент. Ваши деньги приходят через нестандартные решения, через творчество, психологию и умение чувствовать чужую боль и потребность. Доверяйте своему шестому чувству, оно у вас развито колоссально. Буквы К, Л, М – это мощный блок магнетизма. Константин, Ксения, Людмила, Леонид, Марина, Максим. Буква Л – это любовь, мягкость, обволакивающая энергия. Буква М – это материнская питающая сила. Люди с этими буквами притягивают деньги служением другим людям. Они способны создать продукт или услугу, которую люди будут любить всем сердцем. Ваши финансы растут, когда вы работаете из состояния заботы, а не состояния жесткой конкуренции. Ваши секреты – это ваше обаяние. Вы способны очаровать любого партнера по бизнесу. Буквы Н, О, П – энергия структуры долгого и глубокого анализа. Наталья, Николай, Олег, Ольга, Павел, Полина. Буква О – это символ бесконечности замкнутого цикла сохранения энергии. Буква П – это врата, порог. Вы хранители традиции. Ваши самые большие деньги приходят тогда, когда вы становитесь экспертами своей узкой ниши. Вы не должны размениваться на множество мелких дел. Найдите одно направление. Ваша финансовая стабильность базируется на вашем профессионализме. Вы те, кому люди готовы платить любые деньги за надежность. Буквы Р, С, Т – это вибрация воинов, борцов, трансформаторов. Роман, Руслан, Сергей, Светлана, Татьяна, Тимур. Буква Р –
это способность разрушать старое ради нового. Буква «С» – это слово, это способность убеждать толпу. Буква «Т» – это твердость, опора, вы двигатели прогресса. Ваши деньги никогда не даются вам в состоянии абсолютного покоя. Вам нужен вызов, вам нужен азарт. Вы достигаете невероятных финансовых высот в периоды кризиса, когда другие сдаются. Ваша энергия имени способна пробивать бетонные стены. Буквы У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я. Это очень редкие специфические вибрации. Ульяна, Федор, Эдуард, Яна, Юля. В этих именах заложен код уникальности. Ваша главная финансовая ошибка, если вы будете как все. Если вы будете идти проторенными дорожками, денег там не будет. Вы рождены, чтобы выделяться, чтобы создавать то, чего до вас никто не делал. Ваш денежный поток открывается только тогда, когда вы полностью принимаете свою нестандартность и перестаете стесняться своих безумных идей.